Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Таро прогноз. Что ждет? Что придет в вашу жизнь? Что вас удивит? Или будет для вас несколько неожиданно? Старинный цыганский пасьянс. События ближайших дней. Давайте узнаем, что случится, что произойдет у скорпионов или для скорпионов, что нам раскроют карты, каковы будут события, с чем будут связаны. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы проведем приятное время, и все же вы люди интуитивные, какую-то подсказку вы получите. С чем могут быть связаны события, что спешит в вашу жизнь буквально со дня на день. Ну, тут такой период, знаете, это может быть и буквально сегодня-завтра какие-то вопросы, но ситуация может растянуться на неделю и больше. Вопросы жилья или вопросы пары, вопросы семьи. То есть это буквально стены, домашний очаг. Ну, может быть, и есть у кого-то, когда кто-то ремонт делает, кто-то документы оформляет, кто-то переезжает, да. Но и домочадцы, вопросы семьи, пары, родственников, может быть. Может быть, и гости приезжают. Ну, вот есть что-то, какие-то задумки, которые касаются, ну, буквально вопросов личной жизни, сугубо личной, а еще и сердца. Давайте, это кто-то добивается сердца, это любовь где-то. Ну, давайте разложим до конца, потому что иногда бывает. Но нет, тут я вижу, смотрите, любовь, да, или мы говорим, это ваша любовь, или любовь к вам, или вот как в домашнем очаге, все спокойно, хорошо. Тут я больше вижу позитивный момент, потому что свеча– спокойное течение жизни. Ну, может быть, и период, когда вы больше дома будете находиться. Вот этого я тоже не исключаю. Денежный вопрос или деньги буквально сами. И открытый путь. Ключ, открытый путь. Ну, может быть, и получение денег вам дает возможность вот у кого-то к переезду, когда ключи от каких-то возможностей. Или когда по работе какую-то ситуацию вы решаете, и работа у кого-то напрямую будет связана с командировками, может быть так. Или когда вы готовитесь к какой-то поездке. Вообще, конечно, ключ обозначает как открытый путь, имеется в виду жизненный путь, дорога какая-то, траектория, да. И правда, тут спокойное течение жизни, более того, и любовь, и приятные взаимоотношения. Ну, я понимаю, кто-то и один, и одна. Ну, может быть, вы всерьез задумаетесь о том, чтобы завершить одиночество. Но я так больше вижу, что для большинства из вас на ближайшие дни сказать, что что-то вот кардинально, да, тут какие-то перемены такие глобальные, по крайней мере, нет. Наоборот, тут что-то размерено, упорядочено. Ну, давайте посмотрим, что мы еще можем соединить в крайних рядах. Тут действительно любовь. Поэтому больше вижу добрые значения, и поэтому даже если были какие-то недосказанности, сложные отношения, то, скорее всего, примириться возможность есть. Что мы можем еще соединить? А вот я не вижу больше совпадений. А нет, вижу. Значение ангела. Как будто ангел в доме. Ну, это, знаете, как помощь высших сил. И правда, какой-то вопрос у вас может решиться хорошо. Или пусть, когда, вот знаете, ну, вот спокойное течение жизни, когда нет каких-то неожиданностей, когда нужно бросить все и что-то начать решать другое. Или, знаете, как такая пауза. Нам не говорят пауза, а именно спокойное течение жизни. Когда вы вместе со своей семьей, когда, ну, жизнь принимает какой-то более размеренный ход. Вот, наверное, так. Ну и, конечно, это большой плюс, потому что мы можем и привести как силы себя в порядок, так и какие-то сделать
нужные дела, получить деньги, да, но это именно больше концентрация на вашей личной жизни. Может быть, вот к концу недели, может быть, где-то к 10 дням, да, вот от того момента, как вы посмотрели расклад, вам уже и захочется словно в путь. Вот такое тоже может быть. Вы как будто сейчас что-то обустраиваете, тем самым открывая себе дорогу к новым возможностям. Ну, вот не сказали нам карты, и слава богу, может быть, что нет каких-то турбулентностей, как раз нам говорят о другом. Ну, давайте дополним картами Таро. Что идет в вашу жизнь? Что будет дальше? С чем это будет связано? Король мечей. Здесь могут быть и какие-то согласования важные, действительно, по части жилья, дома. Может быть, что-то вы а, не могли раньше осуществить. Все-таки девятка мечей, может быть, и ваше волнение. Иногда это карта внутренних страхов. Может быть, буквально вы волнуетесь, решится у вас какой-то вопрос или нет. А может быть, есть конкретный человек, за которого вы волнуетесь. Но я не исключаю, все-таки персональная карта, хотя король мечей– это очень емкая карта. Она может означать все, что угодно. К примеру, какие-то беседы с докторами. Или когда вы обращаетесь, может быть, обследование, может быть, даже карта говорит, если есть какое-то самочувствие не очень хорошее, тогда не надо самолечением заниматься, нужно обратиться к врачу. Но для кого-то это точно так же, не надо пребывать в каких-то внутренних сомнениях, а может быть, получить консультацию юриста и знать, как в отношении вас работает закон. Это могут быть люди буквально, ну, не совсем я тут про гороскопы, но тем не менее, которые рождены под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей или имеют там асцендент. Может быть, это есть такой человек, за которого вы волнуетесь. Да, тут нам показана пара. Значит, все то, что я говорила по пасьянсу, это где-то подтверждает. Может быть, это и есть какие-то ваши переживания о паре или об отношениях, когда осталась ностальгия. Вот для тех, кто один или одна. Тут нужно тогда что-то прояснить. По крайней мере, если вы бы хотели, например, да, восстановить с кем-то отношения, надо вынести на поверхность, как этот вопрос. Не сидеть самому, самой, не додумывать, а вот наступает время вам с чем-то рационально определиться. И посмотрите, нам говорят снова о переменах, потому что семерка, колесница, старший аркан, как будто вы выбираете направление. Или вы делаете какой-то очень важный выбор в вашей жизни. Для кого-то это будет связано буквально с поездкой, как пути дороги какие-то вам открываются, или как бы появляется возможность, и вы будете решать, еду я или не еду. Вот что ждет? Мы сам по себе в ближайшие дни выбор, ехать, не ехать, или куда ехать. Вот буквально нам на карте указано туда или сюда. Вообще это карта успеха, поэтому для кого-то может означать, как постепенно дела идут на поправку, да. Или когда вы все-таки можете прояснить какую-то историю с человеком, причем сделать это так очень красиво. И мы будем говорить дипломатично, все-таки шестерка кубков здесь взаимный энергообмен. Ну вот какой-то важный диалог, может быть, должен состояться, и он вам открывает тоже путь. Что вас удивит, что для вас, мои дорогие козероги, будет неожиданно. С чем, с кем это связано, что же вас удивит, ну или кто вас удивит. Для кого-то из вас человек, ну тут у нас король и королева, опять же по полу карту не рассматриваем, но у кого-то может и совпасть. Ведь это сама по себе карта, наверное, самое главное. Это те люди, которые надеются сами на себя. Королева Пентаклей умеет зарабатывать, умеет обустроить быт, создать уют, умеет заботиться, да, это вот заботливая жена, хорошая хозяйка, любящая мать. Вот такие все определения, эпитеты соответствуют королеве Пентаклей. Ну, может быть, и правда человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. С кем хорошо, уютно, вот это тоже хочется сказать. Может быть, персона удивит. А в принципе, вас может удивить, ведь тут вопросы дома. Где-то как раз дела домашние, да? Но, видимо, не совсем тут будет домашние. Будут тут еще какие-то либо согласования,
либо, может быть, вы даже онлайн или удаленно ищете, наводите какие-то справки, потому что когда два короля и больше, как правило, либо это какие-то структуры, официальные лица, какие-то контактные лица, может быть и так, хотя для кого-то все в пределах либо семьи, либо вопросы, которые касаются, вот опять же, семейного домашнего очага. Вам тут может какой-то человек давать дельный совет, но единственный момент, что вас удивит, надеяться все равно нужно на себя. Что вас удивит или для вас будет неожиданно. Ну, правда, решение какого-то вопроса, получение денег, может быть, каких-то бонусов. Девятка кубков здесь больше такой вариант, когда про финансы, тем не менее. Решение, правда, многих вопросов. Вот как уход, что вас может удивить. Вы можете какую-то даже запутанную ситуацию достаточно быстро, ну, может быть, какими-то не совсем привычными методами. Тем не менее, вот такие вопросы, которые были связаны, когда не хватало взаимопонимания, раз, или недостаток денег, два. Наступает время, когда и денежный вопрос вы можете закрыть, ну и разобраться в какой-то запутанной теме, когда двое не нашли взаимопонимания. Значит, искренность какая-то точно, и снова на вопросы дома, вопросы семьи. Вообще, эта карта, я её называю праздник после победы. То есть не только победа в каком-то вопросе, и нам говорят, в каком. Пятерка пентаклей– это всегда. Ведь любая, во-первых, пятерка– недостаток. А здесь недостаток и взаимопонимания, и не где-то, ну, минус по деньгам. И эта ситуация выравнивается. Может быть, это вы уже где-то себе так ну, настроили себя или взяли такие ориентиры, что, ну, вот нужно какое-то время вам сейчас, ну, как более прижимистым в деньгах быть, например, да? Или, ну, какой-то вопрос или тему вы не можете сейчас решить, а на самом деле можете. И вас это тоже где-то удивит. Я допускаю, что, возможно, какая-то важная на самом деле беседа состоится с человеком, чтобы довести до ума какой-то вопрос. И, вы, возможно, знаете эту персону. И долгое время тема как раз не была решена или не была закрыта. А здесь и вы потому что, скорее всего, могли, ну, где-то и не надеяться, что человек быстро примет решение. Так вот, вас может удивить тот факт, что и человек быстро примет решение, или ваша тема какая-то прояснится. Вы думали, будет дольше, а оказалось быстрее. Но праздник после победы есть. Вот смотрите, тут ведь правда, как и аркан колесницы, девятка кубков, четверка жезлов. Ведь это как якорь, стабильность, мои дорогие. Что изменится или что будет меняться? А вот какие-то новые планы вы будете строить уже. Тут самое главное– мечты, чтобы их осуществить, тут нужно будет действовать. Но определенно продумать что-то нужно. У вас есть какой-то выбор. 20-й старший аркан нам говорит, более того, важный вопрос решается, и это как своеобразная демаркационная линия между прошлым и будущим. Это ведь, знаете, какое-то событие или пусть это даже ваше решение, когда вот уже то, что было в прошлом, не имеет значения. И карта говорит тебе отсюда только вперед. Для кого-то из вас это карта выздоровления от боли и выздоровления от страданий. Как изменится ваша жизнь. Но опять же какой-то выбор присутствует. Вот везде есть своего рода выбор. Будь то по первому ряду мы сказали, да, спросили, что идет на ваш порог или вашу жизнь, то тут какие-то возможности идут. Возможности и перемены одновременно, да, когда на кону ваш успех. И здесь тоже, как нужно делать какой-то выбор. И этот выбор ваш, или пусть это будет даже связано с конкретным человеком, важное решение, но тогда из этого получается какой-то красивый узор. И, видимо, вот если что изменится, что будет дальше, то тут вот и получается, что вы потихонечку, вот так вот спокойное течение жизни, шаг за шагом вы закрываете в прошлое дверь. И на этом что-то не заканчивается, имеется в виду, будущее нам приносит новые какие-то вопросы. Вот от вас очень важно делать выбор сердцем, мои дорогие, душой. Какое-то время, вот смотрите, двойка пентаклей, тут общение, взаимодействие.
Карта говорит больше о балансе, да, 2 двойки. То есть это какая-то знакомая история, знакомый человек, знакомая ситуация. Нет ничего того, с чем бы вы прежде не сталкивались или, с людьми, с кем бы вы не контактировали. Но баланс, видимо, от этого никуда не уйдешь. Тут у нас двойной баланс. Мало того, что жонглёр жонглирует 2 пентаклями, так он еще и на качелях. Поэтому дипломатом вам быть придется. Что изменится в вашей жизни? То есть вот какой-то период, когда быстро выбор не сделаешь, мои дорогие. Может быть, это вопрос вашей семьи, вашего благополучия, когда думать будет не будете не только вы одни, а двое. На кону, смотрите, аркан императрица. Мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни. Тут, правда, у вас вопросы дома, семьи, пары могут решаться. Мои дорогие девочки, для вас точно так же. Но и вам тоже быть дипломатом. Где-то и вам, мои дорогие мужчины, мы можем расценивать эту карту как совет. Вы посмотрите, колесница, четверка жезлов, праздник после победы, императрица, новый статус. Может быть, это кто-то задумается, да, вот семерка кубков. Желание, была дружба, а теперь мы хотим уже официально оформить отношения. Или хотим проживать вместе. У кого-то это и может одновременно означать, как вы продумываете, где же мы будем проживать или что-то улучшаете, переигрываете, меняете. Но это все стабилизирует вашу жизнь, и вам это нравится самое главное. Выбор с душой нужно делать, потому что для вас основной девиз – вам что-то должно быть по сердцу, мои дорогие. Наступает время выздороветь от каких-то прежних ран, не напоминать себе о былом, не устраивать себе, да, вот какой-то сеанс воспоминаний. Это точно, потому что на кону изобилие, буквально процветание, ведь по аркану императрица тоже идет, по сути дела, личное счастье. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, гороскопы, и все ссылки я оставлю в описании под видео. Переходите на мой сайт. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.